Всем привет! С вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, это очередное видео про статистику приглашений победителей лотереи DV 2021 на собеседования в разных странах. Несмотря на то, что в этом году собеседования проводятся не так быстро, как хотелось бы, работа все равно идет. И тенденция рассылания большого количества новых приглашений в начале нового месяца сохраняется. Так, с последнего выхода видео на эту тему к общему количеству уже назначенных собеседований добавилось почти целая 1000 новых приглашений, и это просто отлично. К уже назначающим собеседования странам на этот раз присоединились Филиппины, Гана и Шри-Ланка, а это значит, что осталось всего 20 стран, которые до сих пор находятся в спячке. И среди этих стран, к сожалению, числится и Россия, и Узбекистан. О последних новостях для России я рассказывала в другом видео, подсказка на которое сейчас появится вот здесь и в описании. Что же касается Узбекистана, наш директ забрасывает сообщениями о том, что в Узбекистане начали рассылать приглашения на июль-август, но проблема в том, что ни одного реального подтверждения этому мы не видели. Все эти сообщения приходят от людей, которые узнали такие новости от других людей или от компаний, помогал в заполнении анкет, и это скорее похоже на дезинформацию. Поэтому, друзья, если лично вам прислали приглашение на интервью в Узбекистане, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы развеять эти сомнения. Общее количество приглашений по всем странам вы можете посмотреть вот здесь, а если говорить только о новых приглашениях с момента выхода последнего видео, то на этот раз хорошо себя проявила Турция, разослав целых 211 приглашений. Более сотни приглашений разослало и посольство США в Киеве, а еще по 30-50 писем получили в Казахстане, Молдове и Румынии. Для остальных интересующих нас стран изменений за это время или не произошло, или они были незначительными. Всего на данный момент более 5500 кейсов получили приглашение на интервью, а это значит, что около 10 тысяч человек получат свои визы. При ежегодной квоте в 55 тысяч виз это просто ужасный результат, и за оставшихся несколько месяцев ситуация, мне кажется, изменится не очень сильно. Остается лишь надеяться на суды, которые, возможно, заставят работать посольство быстрее, разрешат перенос интервью в другие посольства или зарезервируют оставшееся количество виз для возможности их выдачи и после окончания официальных сроков. Но я напоминаю, что это была неофициальная статистика, но все данные вытягиваются из официального сайта Консульского центра США по электронным обращениям и дополняются данными победителей. Они могут быть не совсем точными и обновляются не сразу. Ознакомиться с ними вы сможете по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. А я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.